Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс я делаю по просьбе Ольги Нестеровой. Она прислала к нам свою просьбу в группе ВКонтакте и попросила связать вот такой узор. Узор очень легкий, многим из вас он знакомый. Подобных узоров очень много. Все они вяжутся на основе одного и того же узора. У нас уже были подобные мастер-классы. Узор павлин, узор фейерверк. Вот этот фрагмент этого узора. И вот на основе этого узора вяжется вот такая красота. Давайте я вам покажу схему. Еще раз повторяю, узор очень легкий. Я рекомендую его начинающим. Вот схема узора. И я хочу сказать, что эта схема удобна для кругового вязания, так как на ней петли обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне. Вот я зря убрала. Давайте. Пусть она лежит. Вот, посмотрите. И вот по кругу легко вязать. Вяжете все ряды по лицевой стороне, все ряды и четные, и нечетные, читаете их справа налево и вяжете по схеме. А при поворотном вязании мы вяжем нечетные ряды по схеме, читая ее справа налево, затем поворачиваем работу и вяжем, уже читая схему, слева направо. Но у нас не надо забывать, что петли обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне. Значит, на изнаночной стороне при поворотном вязании мы будем вязать их наоборот. Вот пустая клеточка – это изнаночная петля. Значит, в изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей. И лицевую петлю мы будем вязать на лицевой стороне. Если она лицевая, то мы будем в изнаночном ряду вязать ее изнаночной петлей. Вот эта закрашенная клеточка, это значит нет петли. Нет петли, значит мы не обращаем внимания на эту клеточку. Она создана для удобства составления схемы. И мы довязали до этой клеточки, пропускаем ее, нет этой петли в узоре. И вяжем дальше. Так, что я не сказала еще? Раппорт узора составляет 26 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Элементы узора в раппорте вяжутся в шахматном порядке. Если вязать, не меняя местами эти элементы, а вот просто вязать одну половину узора и вторую половину узора, то у нас получится вертикальный ажурный узор, составленный из таких вот больших элементов и узких. И все это будет на фоне изнаночной глади. Тоже будет очень красиво. Еще чем хорош узор? Мы вяжем первые 4 ряда и потом видим, что они повторяются еще 2 раза, точно так же. Так что мы не будем с вами вязать все 12 рядов. Мы свяжем 4 ряда, и потом с 5 по 8 ряд вяжется так же, как с 1 по 4. И с 9 по 12 ряд вяжется точно так же, как с 1 по 4 и с 5 по 8. Вот я отделила их. И во второй половине раппорта то же самое. Вяжем 4 ряда, которые потом 2 раза повторяются. Набираем на спицы 28 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Первый ряд я советую провязать изнаночными петлями для удобства, потому что в первом ряду узор начинается сразу с провязывания вместе 4 петель, что очень неудобно. И поэтому вот давайте провяжем. Этот ряд не входит в раппорт узора, он просто изнаночный ряд. Мы вяжем его для удобства. Если вы будете вязать этим узором какую-то резинку в начале, то этот ряд, конечно, вязать не надо. Провязали первый изнаночный ряд, который не входит в раппорт узора. Вяжем первый лицевой ряд узора. Сразу после кромочной провязываем 4 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, и петли для этого мне нужно развернуть. Кто вяжет классикой, то петли разворачивать не надо. Они у вас и так хорошо лежат для этого.
4 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее делаем накид, вяжем лицевую петлю. Вот так один раз, накид, лицевая, второй раз, накид, лицевая, третий раз, накид, лицевая, четвертый раз, накид, лицевая, пятый раз и еще раз делаем накид. Далее 4 петли вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Мне теперь удобно их подхватывать. Это мы провязали первую половину узора, вяжем вторую половину узора. 3 изнаночных, 3 вместе лицевой провязываем с наклоном в правую сторону. Делаем накид. Не забываем, что мы закрашенную клеточку пропускаем. Вяжем изнаночную петлю. Снова делаем накид. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. И до конца ряда у нас 3 изнаночных. Второй изнаночный ряд. Провязываем 3 лицевых. Следующую петлю, вот она у нас изнаночная петля, нам нужно провязать ее изнаночной скрещенной. Я бы изнаночную петлю сейчас провязала вот таким образом, а изнаночную скрещенную мы подхватываем эту петлю сзади. Вот так подхватываем и провязываем изнаночной. Петля у нас разворачивается. Дальше делаем накид. Следующий накид провязываем изнаночной петлей, затем лицевая петля, снова накид провязываем изнаночной петлей, делаем накид и еще раз провязываем изнаночную скрещенную петлю. Затем у нас будет 3 лицевых и 13 изнаночных. Здесь накиды мы вяжем изнаночными во второй половине узора. Получается, во второй половине узора петли провязываем по рисунку. Третий лицевой ряд. 13 лицевых. Три изнаночных. И затем нам нужно вязать лицевые петли лицевыми скрещенными, накиды будем вязать изнаночными. Вот смотрите, лицевую петлю я бы провязала сейчас вот так. Лицевую скрещенную я тоже ее подхватываю сзади, разворачиваю и провязываю лицевой петлей. Затем изнаночная петля, накид изнаночный провязываем. Снова лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. И еще раз провязываем лицевую скрещенную. И у нас 3 изнаночных до конца ряда. Это мы провязали третий ряд. В четвертом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Только там, где мы вязали лицевые скрещенные, вот они у нас, 1, 2, 3, 4. Их дальше будет еще лучше видно, у них такие, они рельефные получаются. Там, где мы вязали лицевые скрещенные, мы будем вязать их здесь изнаночными скрещенными. Итак, это у нас 4-й изнаночный ряд. Вяжем 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. И далее петли по рисунку до конца ряда будет у нас 3 лицевых и 13 изнаночных.
Провязали 4 ряда. Теперь смотрим внимательно на схему. Как я уже говорила, дальше до 12 ряда мы будем эти 4 ряда повторять. Посмотрите на схему. С 5 по 8 ряд мы будем сейчас вязать точно так же, как вязали с 1 по 4 ряд. Давайте провяжем эти 4 ряда самостоятельно. Вот посмотрите, я провязала еще 4 ряда с 5 по 8 ряд. Уже рисунок хорошо видно. Смотрите, очень красиво. И теперь с 9 по 12 ряд мы точно так же повторяем эти 4 ряда, как с 1 по 4 и с 5 по 8. Тоже давайте это самостоятельно провяжем. Провязали 12 рядов. Любуемся красотой. И теперь мы будем вязать элементы в шахматном порядке. Большой ажурный элемент мы будем вязать слева, и вот эту узкую ажурную дорожку будем вязать справа. 13 лицевой ряд, 3 изнаночных, далее 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Я разворачиваю петли, делаем накид, изнаночная петля, снова делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 изнаночных. Затем 4 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. У меня вот изнаночные петли лежали хорошо, а лицевая неудобно. Провязываем с наклоном вправо. Кто туго вяжет, можно крючком воспользоваться. Накид, лицевая 1 раз, накид, лицевая 2 раз, накид, лицевая 3, накид, лицевая 4, накид, лицевая 5 и еще раз делаем накид. И 4 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Мне нужно развернуть изнаночные петли, чтобы все петли лежали одинаково. 4 вместе лицевой с наклоном влево. 14 изнаночный ряд. Провязываем 13 изнаночных. Накид и вяжем изнаночными. Три лицевых. Далее вяжем изнаночную скрещенную, делаем накид, провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную, снова делаем накид, изнаночную скрещенную и 3 лицевых до конца ряда. Пятнадцатый лицевой ряд, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и еще раз лицевая скрещенная. Далее будет 3 изнаночных, 13 лицевых.
16 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, 13 лицевых сейчас вяжем. Только там, где мы вязали лицевые скрещенные в лицевом ряду, мы будем здесь их вязать изнаночными скрещенными. Вот провязали 13 изнаночных, теперь будет 3 лицевых. И смотрим изнаночная скрещенная. Если вы сомневаетесь, посмотрите на лицевую сторону. Их видно. Лицевые скрещенные петли. Изнаночная скрещенная, лицевая. Изнаночная скрещенная, лицевая. Изнаночная скрещенная, лицевая. Изнаночная скрещенная. И 3 лицевых до конца ряда. Провязали 16 рядов, поменяли местами элементы узора. Дальше смотрим на схему. Точно так же, как мы вязали сейчас с 13 по 16 ряд, мы будем вязать с 17 по 20 ряд, 4 ряда, и с 21 по 24 ряд. Вот эти 4 ряда повторим еще 2 раза. Я предлагаю сделать это самостоятельно. Мы провязали полностью раппорт в ширину и раппорт в высоту. Вот такого красивого ажурного узора. Узор хорош как для летних вещей, так и для теплых. Здесь у меня полушерсть, в 50 граммах 135 метров. Здесь у меня тонкий акрил, 50 грамм 200 метров. Смотрите, смотрится хорошо на пряже любой толщины. Давайте скажем спасибо Ольге Нестеровой за идею мастер-класса. Я думаю, что вам узор понравился. Если это так, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Зовите к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!